Ребята, всем филиппинский привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog, а мы по-прежнему находимся на Филиппинах на острове Минданау. И сегодня отправляемся в морскую прогулку по группе Британских островов, на которые вам даже не нужна виза. А начинаем мы наш выпуск рядом с нашим отелем. Опять с водителем, с которым мы ездили вчера. Мы вновь договорились на сегодняшнюю поездку с ним. Поэтому грузимся в трицикл и отправляемся в путешествие. Ехать нам, я думаю, примерно 3 часа. Едем мы до полуострова Британии. Небольшой здесь полуостров находится, с которого уходят все лодки до Британских островов, соответственно. Спустя примерно 2 часа езды от нашего городка, где мы остановились, Беслик. Сейчас у нас небольшая остановка у фруктовой палатки. Нам еще примерно минут 30-40 ехать. Так, что у нас здесь? Дурянчики. Здесь у нас продаются дурянчики, вот эти маленькие, трансилиум какие-то местные. Они здесь стоят по 80 песо за килограмм. Вот здесь у нас есть пуят и еще один вид, они стоят 120 песо за килограмм. Мандарин одна штучка 10 песо, есть также яблочки, стоимость их не знаем, запакованный виноград, он у них импортный за 100 песо, рамбутанчики, ланзоносы по 40 песо, но они такие здесь немножко плюгавенькие. Палатка вообще большая, много фруктов, мангустины, можно тоже узнать стоимость. Еще у нас есть дурианы, маранги и сушеные чипсы. Пробуем дуриан, сорт пуят, очень вкусный, как карамелька. И очень плотный, имеет ярко выраженный такой желто-оранжевый цвет и плотную текстуру, структуру. Это местный фрукт, называется ланзонус. Именно филиппинская версия. Похож на ланган немного. Ну, в общем, такие чесночины прозрачные. Луком пахнет. Это от меня пахнет луком после дуриана. Ну, то, что это, да, можно было и побольше не воять. Маленький же. Кстати, вкусно. Ну, эти, кстати, хорошо еще отделяются от кожуры. До этого мы один раз брали, как-то было не очень. Неплохо. Дуриановый перекус. Добрались мы до городка, который называется Сан-Августин. Именно отсюда отплывают лодки до островов Британика или Британия. Пока еще даже толком не знаем, как они называются, потому что информации в интернете очень мало. В русскоговорящем сегменте ее вовсе нет. Поэтому будем разбираться по ходу. Сейчас мы прибыли на место, где ожидаем. Здесь палатки с сувенирами. Но сувениры здесь немного дороже, чем вчера мы видели, да, мы с вами вчера путешествовали по реке, по водопаду. Вы можете посмотреть наш прошлый выпуск, он был очень-очень насыщенным и интересным. Ну а сейчас ждем нашу лодку и, возможно, скоро отправимся смотреть острова близлежащие. Здесь продаются сувениры. Вот такая вот кружечка Али приглянулась с названием как раз островов, куда мы собираемся. Британия Айленд. Они делают все эти поделки из Ironwood, в переводе как железное дерево. Я не знаю, реально ли они железные, но, в принципе, если упадет, не расколется, наверное. Да, такая кружечка, нам сказали, для кофе, для чая, ну, в общем, для чего-нибудь горячего. Стоит она сколько песо? 250 или 300? Ну, сколько-то стоит. Ну, в этих пределах.
Сейчас мы пришли на пирс. Никаких других туристов здесь не видно, не слышно, никого нет, поэтому мы-то думали, возможно, сможем с кем-то скооперироваться, чтобы было подешевле наш сегодняшний тур, но никого нет, поэтому сами будем ездить на огромной лодке. Вот сейчас, чуть попозже она наконец к нам пришвартуется, покажу вам ее. Ну, это прям целый теплоход, знаете ли. Вроде как 2000 песо стоит данное удовольствие, поездка по 4 островам. Так, сейчас мы на одну лодку зашли. И проходим на другую, на следующую. Такой у нас. Окей. I'm okay. It's big here. Ну, вот такой вот теплоход у нас. Практически лайнер туристический. Сюда бы еще человек 20 поместилось. Да тут вообще можно пьяную вечеринку устраивать, как в Турции. Я думаю, места нам хватит, да? Да, я думаю, хватит. Похоже на маленький такой сельский актовый зал. Здесь человек на 40, я думаю. Наша первая остановка — остров Хаганой. Небольшой песчаный остров. Есть местечко с пальмами. Там можно укрыться от палящего солнца. Высаживаемся, гуляем, купаемся. Минут, наверное, 20 мы шли. Может быть, 25 максимум. Не так далеко от берега. Очень живописное место. Вода лазурная. Посмотрите. Райское местечко. Да, красота, никого здесь из туристов больше нет. Мы приехали примерно к 12 часам сюда. Поскольку это первая остановка, возможно, другие туристические группы уже поехали на следующие острова. И здесь будем только мы. Райские виды, потрясающего цвета вода, интересный остров, хотя вроде бы ничего на нем нет, но вот эти вот пальмы, которые здесь так стройно стоят, так манят меня сделать красивые фотографии. Жара жуткая. Фу, сейчас идем купаться. Стоит отметить еще, что на этом острове, конечно же, много водорослей мы видим на берегу. Вот здесь за моей спиной много тех самых черных водорослей, которые сюда приносит море. Если, наверное, их не было, то остров был бы полностью белоснежным и таким супер райским. Ну, неплохо, искупались в целом, водичка тепленькая, присутствуют небольшие водоросли также в воде, естественно. Дно не на 100% песчаное, встречаются небольшие камушки, но без резиновых тапочек вполне, да. В общем, комфортно, комфортно. Не слишком глубоко, наверное, по шее вот мы заходили. О, великолепно, даже есть небольшие волны, на которых можно поплавать с удовольствием. Да. Вот Алич поделится впечатлением от этого местечка. Слушайте, ну, местечко, конечно, интересное. Температура воды близка к идеальной, но
Есть другие мнения на этот счет. Да, ну я люблю немножко похолоднее чуть-чуть, чтобы была водичка, чтобы прям освежало, знаете. Ну как вчера в реке, вот это прям освежающее было. Ну и что интересно, здесь вот обратите внимание, здесь так солнечно, тепло, светло, а вот туда чуть-чуть обратите внимание, там... Там тучки за горизонтом. Фух, опять мы на нашей лодке, на судне, плывем на следующий остров. По дороге немножко подкрепляемся. Смотрите, какая, давайте покажу, пачка чипсов огромная. Это наш водитель, опять же, он с нами всегда, мы его и подкармливаем, и себя подкармливаем. Вот такая вот огромная пачка. Сколько здесь грамм, Олег? Ну, это вряд ли. Ну, в общем, огромная. Местный пенный напиток Сан-Мигель. Ой, хорошо. Сейчас пока еще лодку не завели. Поэтому такая тишина, спокойствие, уединенная атмосфера. Сейчас за нашей спиной находится Naked Island. То есть это небольшой островок, больше похожий на косу. Мы подобные видели в Камигине и на Сиаргао. Но, как нам сказал наш капитан, мы здесь не можем причалить, потому что отлив сейчас и очень мелко. Поэтому просто проплываем его мимо. Ну что ж, очередная наша остановка — это остров Баслон. Он немножко побольше, чем предыдущий. И если вы берете тур, в который себя включает еду, то вы питаетесь именно здесь. Тур без еды, как у нас, стоит 2000 песо. Если вы хотите с ланчем, то это будет стоить 3500. Также здесь есть какие-то морские развлечения, мы читали. Предлагают здесь попробовать морского ежа. Любопытно выглядит остров. Мы высадились на песочек, а по центру этого острова огромный камень, на котором тропическая растительность. Хотим немножко погулять по кругу, посмотреть, что интересного здесь есть. Смотрите, здесь есть небольшой прейскурант услуг, который предоставляют люди на этом острове. Вот, к примеру, водные лыжи стоят 4500 песо. В переводе на русский где-то получается 1007 рублей, 6,5. Точно так же здесь есть различные знакомые отечественному туристу развлечения, такие как банан, какая-то летучая рыба. Ну, в общем, вот эти разные надувные аттракционы, к которым ты можешь прицепиться и прокатиться по окрестностям. Все они стоят по 1500 песо, что в переводе на 2000 с чем-то, но на несколько человек. Ну, я думаю, можно в эту пещеру пройти. Вот здесь снизу. Аккуратненько. И мы пойдем на другую часть острова. Здесь наша группа решила немного разделиться. Я пойду через эту пещеру на другую сторону, а ребята пойдут вокруг. Ну, надо сказать, что несложно. Главное иметь тапочки с собой, потому что здесь камни все-таки острые попадаются. Но пролезть тут не очень сложно. Смотрите, какой краб огромный. Здесь есть много маленьких крабиков. И есть вот такие большие. Продолжаем исследовать этот островок. Гуляем по кругу. Сверху капает вода здесь с гор.
Вот так вот это выглядит. Сейчас, насколько мы поняли, время отлива, поэтому можем видеть эту часть острова, здесь гулять. Я думаю, когда здесь прилив, то здесь все полностью в воде и нельзя пройти по кругу уже. Не получится у вас это сделать. А так спокойно гуляем. Вот впереди еще два небольших островка, похожи на этот. Вот они. Просто этот чуть больше. Смотрите, какие красивые ракушки. Кстати, даже иногда в таких обитают крабы-отшельники. Ну, вот буквально минут за 5-7 мы по кругу прошли этот остров и вышли опять к лодке, на которой мы причалили. То есть небольшой островок, где можно прогуляться, насладиться природой, но при желании даже можно искупаться. Хоть мы видим, что здесь чуть подальше уже начинают водоросли различные. Есть также коса, но мы видим, здесь она вся в камнях. Вот здесь коса, соединяющая этот островок и следующие вот два маленьких вот этих вот. Раз, два. Можно вполне добраться, можно, но, как я уже сказал, коса это в камнях, поэтому идти некомфортно. Не прошло и 5 минут, и мы на нашей последней остановке возле острова Хьор-Хьоран. Такое сложное название. Не знаю, как переводится, но местечко живописное, небольшой островочек в составе группы британских, как мы выяснили. Также сюда высаживаемся, гуляем. На берегу, конечно, много водорослей, вот здесь. Еще надо сказать, что этот остров очень сильно похож на предыдущий. Вот здесь мы как раз видим морские развлечения. Почему-то ценники были на прошлом острове, а морские развлечения здесь. Здесь есть и банан, и какой-то надувной круг. Также можно прокатиться на водном мотоцикле. Но мы, наверное, не будем этим пользоваться сегодня. Просто прогуляемся. Даже ко мне уже подошли, предложили лыжи, говорят, ну сделаем вам скидку. Лыжи, да? 1500 с человека. Надо, чтобы было обязательно 2 человека, да. Да, ну, Вода скидку. пропустим мы лыжи, наверное. Мы видим, местные здесь отдыхают в основном. Вот целой группой. Туристов совсем здесь нет. Не пользуются популярностью британские острова. Я бы сказала, что не британские острова пользуются популярностью, а вообще в целом восточный регион острова Минданао. Кстати, еще хочу отметить, что группа британских островов носит название не просто так, это с греческого названия Британика, что обозначает набор островов с отдельными названиями. Вот так, друзья, поэтому мы ни в какой не Британии, а просто в группе отдельных островов. Hello. Вот местные ребята отдыхают, проводят какое-то время. На этом острове еще есть, заметили, баскетбольное кольцо. Для филиппинцев надо сказать, что баскетбол это спорт номер 1. Вот здесь мы видим ребята, играющие в баскетбол. Yeah, like Kobe Bryant. Okay. Oh yeah.
Ну что, мастерство, как говорится, не пропьешь. Местным ребятам преподал небольшой урок баскетбола. Пусть знают, что в России тоже очень любят эту игру. Лучшую игру с мячом. Рассказывали мы вам про морских ежей на том острове, но увидели их здесь. Здесь их продают, можно их попробовать. Сейчас мы уточним, сколько стоит подобный деликатес. And how much? 100 for one. А, the all. То есть 100 песо стоит за кучку вот такую. Так, напомню, мы с тобой морских ежей пробовали. Ты не пробовал, я пробовала в Владивостоке. Это, конечно, такая кашица, не очень приятная, но на любителя, может, кому-то понравится. Может, Кирилл сейчас скажет: о, как вкусно. Ну, скажу, да, наверное, и сказал бы, если бы мы их взяли и попробовали. Но я не знаю, можем, в принципе, и взять и попробовать. У меня, на самом деле, многие любят эти морские ежи. Я пробовал, они мне, так. Да? Ну что, мы попробуем за 100 песо. Друзья, решили взять одного морского ежа за 10 песо. Вот сейчас нам его моют, раскрывают. Все оттуда выковыривают. Непонятно тогда, что есть мы будем. Окей. Вот сам винегар, Так. Окей. Винегар. Винегар, окей. Угу. То есть это как винегар? Уксус. Уксус, да. Окей. Я пробовал эту штуку в городах российских, в Мурманске в том числе. Там это чуть-чуть иначе выглядит. Немножечко подороже стоит. Как? Ну, кстати, неплохо. Неплохо. А можете меня отщипнуть? Вот без, Да. без уксуса, вот с этой части, вот где меньше уксуса, ага. Все, да, вот так вот мне вполне достаточно эти жишки. На вид, конечно, как мочалка, вот такая вот. Просто немножко попалась в скорлупке. Так, на вкус это какая-то килька такая вот, рыбешка мелкая, как бы, знаешь? Мне кажется, рыбья икра скорее. Рыбья икра, да. Щучья. Рыбья икра, да. Похоже на рыбью икру, правда. Ну, мне кажется, знаешь, особо... Али, покорми мне, пожалуйста, морскую Да, ежу. пожалуйста. Берем кусочек. Я его давно не ела. Берем кусочек и... Не знаю, на икру не то чтобы похож, знаете, на молоки сельди похож. Ты щучью икру пробовал когда-нибудь? Да. Вот у меня на щучью икру пробовал. Она больше на молоке. Ну так, на любителя. Мне так себе. Да, в целом, конечно, так себе, но попробовать было любопытно. Давай, еще может, да, чуть-чуть. Я, кстати, первый раз пробую именно вот из этой штучки. Я пробовала обычно уже, когда мне взрослые его там давали. А ты? Я пробовал нормально, Вот вкусно. прям вот так. Из ежа настоящий. Он по-другому выглядит в Мурманске. Ну, любопытно, любопытно. Любопытно. А, нет, не понимаю. Не зря мы на этом острове высадились, попробовали морского ежа. Друзья, еще мы берем вот такую вот штуку, как нам сказали, называется эскалоп. Мне кажется, что это что-то типа... Ну, сейчас нам откроют, и мы посмотрим. Стоит 20 песо. Если морской еж стоил 10 песо за одну штуку, Это гребешок. а это 20 песо. Да. Ну, получается, эскалоп — это гребешок. Так все просто оказалось. Ну, когда мы еще гребешок на острове за 20 песо попробуем, не правда ли? Окей. Окей. Винегар, сэр. Окей. Ага. Так. Ну, пожалуйста, я не знаю, как мы это только с вами сможем поделить, товарищ. Да, очень просто, смотрите. Том, Вот я это снимаю аккуратненько на видео. уксусом. Угу. Потом сам вот этот гребешочек, он здесь. Он какой-то разнонаправленный, то есть есть разные текстуры здесь. Но это не важно, я буду есть. вот главное беленькая, да, здесь? Да, Самая вкусненькая. да. Беленькая по виду похожа на гриб. Ну что? На вкус она абсолютно точно похожа на гриб, но вообще Да. Гребешок обычный. Просто его готовят обычно. Так, давайте-ка, можно мне вот вторую часть беленькую отщипнуть? Ну, мне кажется, отгрызть придется. Пробуем сырого морского гребешка. Давай, отгрызай. Отгрызай. Ну да, не зря я сказал, что внешне похож на гриб, он и по вкусу похож на гриб. Консистенция такая грибная. Гребешок.
Самое забавное, что зрители, которые в Москве просто ходят в морские рестораны, их вообще то, что мы делаем, очень сильно удивит, потому что они все пробовали, они визуально все знают. И единственное, что их может удивить, это цена. Вот один гребешок здесь, целиковый, его при тебе открывают, стоит, ну, переводит на русские, 30 рублей. Да, 20 песо, я уже говорил об этом. Вот. Но я думаю, мало кто из наших зрителей пробовал морского гребешка на острове, на немноголюдном, на филиппинском. Вот. Это тоже, я думаю, весьма их может удивить. И то, что гребешок именно вот в своей ракушечке. То есть прям вот... в сыром виде. Да, мне кажется, они так и подаются в сыром виде. Нет. Нет? Нет, готовят. Ну, в общем, интересно. Еще мы здесь увидели вот такие морские водоросли, они здесь называются sea grape, то есть морской виноград. Маленькую штучку взяли просто бесплатно попробовать, сейчас вот на всех буквально, да? Ну давай, я сначала и остаточек тебе дам. Маленькие-маленькие шарики такие, bubbles. Если вы смотрели фильм с Николасом Кейджем, где вот пример какой-то яд зеленого цвета пытались предотвратить взрыв, вот там тоже он примерно так выглядел. Как в общем, вот вкусненько, кисленько. Не знаю, что за такие морской виноград, но весьма приятненький. Не могу сказать, на что напоминает. Соленый огурец. Внутренности соленого огурца. Да, внутренности, да. Вот, ну, приятная штучка. Минут 40, наверное, провели мы на этом острове. Попробовали местные деликатесы, а теперь отправляемся обратно. Так, высадились на берег, расплачиваемся с нашим капитаном. Саламат по... Саламат. Заплатили 2000 за эту прогулку. Плюс еще забыли отметить, что мы платили по 50 песо за въезд на территорию городка. Либо это Сан-Ангустин именно на территории, либо вот именно в эту деревушку, через которую мы проезжали. Вот. Но в любом случае получается вот 2150 песо. Вся наша прогулка. Возможно, не самые живописные острова, которые мы посетили, не так много активностей на них. Но все же мы полюбовались, посмотрели. Была шикарная, красивая погода. Еще стоит отметить, сколько стоила наша сегодняшняя прогулка. Мы договорились с водителем на 1500 песо. То есть практически весь день на троих. Почти 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую сторону с остановками, где мы скажем. Вот. Ну, достаточно комфортно и удобно. Спустя примерно 1,5 часа езды остановились в каком-то городке по дороге. Решили перекусить. Сейчас что-то выберем, присмотрим, потому что здесь несколько заведений более-менее приличных, потому что в основном мы проезжали локальные кафешки. Но эти нашли по Google картам как наиболее приемлемые. Один из них называется Tuna Republic, второй еще как-то, но сейчас посмотрим. Вот такие вот здесь кастрюлечки с различными блюдами. Но, кстати, некоторые выглядят аппетитно, но не многие, да? Да. О, вот это аппетитно выглядит. This one is pork, афритата. В итоге заказали себе несколько блюд. Одно из них вот это noodles, которым мы share, то есть делимся друг с другом. Вот все мы здесь вместе вчетвером кушаем. Заказали также напиточки. У меня кренбери, то есть клюквенный лимонад, правда с добавлением арбуза. У Али какой-то интересный кисломолочный лимонад. У Томочки манго шейк. Также местное мороженое Hello Hello или Halo Halo, точнее. Чего здесь только нет, в общем. Это, видимо, фиолетовое, это убе. Потом здесь немножко хлопьев, немножко вот таких желейных штучек красных и зеленых. Ну и само мороженое еще беленькое там есть тоже внутри. Поэтому всего по чуть-чуть пробуем. Али, расскажи, как тебе это мороженое? Бурдомицина знатная, если честно. Тут Всего намешали, да? да, и какой-то невнятный вкус, поэтому... Скажи, какой вкус? Это убе. Да, ну понятно. Это картошка сладкая. Да. Ну, я предпочитаю Яндекс. В общем, также еще взяли специальные бургеры, какие-то вот здесь местные, здесь с яйцом. А под яйцом что? А под яйцом
маленькая котлетка и маленькая ветчинка. В общем, картошечка, еще мороженое, у Али вот рис, яйцо и как это называется? Бургер-стейки? Да. Бургер-стейки, да. Ну, как-то так. Давайте я бургер попробую. Так. Ну, давайте попробуем. Точно. Ну ничего, там еще ананас есть, я забыл сказать. То есть там котлета, потом яйцо, потом еще вот эта вот говядина, ананас, соус. Ну, в целом, в принципе, неплохо. А сколько такое стоило блюдо? Напомните-ка мне. 200 с чем-то, по-моему, да? 230. По-моему, 230, да. Такое комбо из бургера, картошки и мороженого. Это все стоит 230 песо. Блюдо Али тоже стоит сколько? 200 с чем-то. Ну, 200 с чем-то. Ну вот, в общем, примерно 200-250 песо за блюдо. В итоге, друзья, мы все попробовали, но не все съели, да? Мороженое нам, наверное, не очень понравилось, но а так в целом неплохо. Нудл был вкусный. Вот, бургеры были, ну, среднего качества, скажем Надо так. отметить, что здесь вообще немного кафе и ресторанов, поэтому приходится выбирать из того, что есть. Мы даже не знаем, что за городишко вообще, да, в котором мы находимся, Да, получается, да. Но в любом случае по направлению Сан-Ангустин. Поэтому, друзья, если окажетесь в восточной части острова Минданао, то приезжайте, смотрите Британские острова, гуляйте, любуйтесь природой. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Всем пока, друзья!